Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю для вас общий расклад Таро на события ближайшего будущего. Что скоро случится, что жизнь вашу стремится или ворвется, да, и внесет в нее перемены, неожиданные перемены по судьбе. Какие события в ближайшем будущем будут, например, формировать главные повороты вашей судьбы? Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. Может быть, на своего партнера, на свою женщину, на своего мужчину, на своего ребенка, может быть, да, или на человека, который вам не безразличен. Может быть, на обстоятельства на работе. По традиции мы начнем с того, что посмотрим, кто пришел на расклад, да, вот кто вы, какая у вас ситуация в жизни, какие важные аспекты у вас здесь и сейчас вот фонят, да, что в поле, да. Давайте начнем. Смотрите, рубите вы с плеча, да, рубите с плеча, и как минимум вы пытаетесь идти вперед, оставляя прошлое за собой и то, что вас тянет назад, то, что вам мешает идти вперед. То есть вы пытаетесь освободиться от чего-то такого, что вам не нужно в жизни. Может быть, выбрасываете хлам из дома, может быть, делаете ремонт, может быть, вообще у вас работа связана с очищением помещений, да, может быть, или может быть вы садовник какой-то, но может быть вы избавляетесь от какого-то дурного влияния, порчи, сглаза, да. То есть вам в жизни важно избавиться от чего-то плохого. Это может быть как элементы прошлого, так и элементы настоящего. Ну, может вам, естественно, надо почистить ваш сад, да. Что такое сад? Сад — это пространство, да, и ваше окружение от чего-то не очень хорошего. То есть, как минимум, нужно избавляться от чего-то. Окей. Давайте смотреть дальше. Есть тут София. София — это священное рождение чистоты. Да, действительно, вам здесь и сейчас важно быть чистым человеком. Может быть, вас гнетет чувство вины, да, потому что от чувства вины вообще нужно избавляться всегда, да, то есть это одно из худших чувств, которое может быть в человеке. Ну, оно разрушает, кстати, чувство вины, и обида, она разрушает печень, да. Может быть, вам нужно почистить организм, да, от энергетик, от, может быть, обиды, да. Может быть, вам нужно освободить душу, да, то есть это может гнести вас, угнетать, и от этого стоит освободиться. Но София все-таки это аспект чистоты. Важно держать свою энергетику в чистом таком ресурсном состоянии. Важно держать и свое окружение, поле, да, или сад, да. Что такое сад? Это материальное, да, то есть и ваше и духовное, и материальное, оно требует чистого состояния, да, и пространства, и внутреннего мира. Хорошо. Ну и смотрите, может быть, в вашем окружении может быть мужчина или женщина, то есть человек, который выдает себя за чистого, но нужно присматриваться. Вы, может быть, вот по этим двум картам есть некая личность, которую вы не понимаете, чист он по-настоящему или нет. Окей, давайте дальше смотреть. У вас очень много аспекта избавления и очищения. То есть вам нужно избавиться где-то от страхов, от обид, от чувства вины, от какой-то нечистой энергии. И важно не только избавляться, но где-то еще и защищаться. Здесь идет избавление. И, знаете, у меня вот и сейчас поток такой, что у вас есть боли не только физические, но и душевные. Важно обращать внимание сейчас не только на себя, но и на своих детей. Нужно вести некую борьбу, да, за безопасность собственной энергетики, за безопасность того, и что вам дорого, да, то, что вы создали, да, вот так вот. Ну, как минимум, у меня здесь такое, еще есть такой некий инсайт пришел. Вам нужно избавляться от чрезмерного влияния прошлого, которое
тянется за вами как из детства, так и того, что может быть связано с рождением ребенка, особенно если вы женщина. Ну и для мужчин это тоже актуально, особенно для тех мужчин, которых обвиняют в том, что они плохие отцы. Ну и женщин, тех, которых обвиняет кто-то, или это чувство живет внутри, что вы, например, плохая мама. Да, такое тоже очень часто бывает. Окей. Хорошо, давайте смотреть дальше. Но избавление, видите, центральная карта и очищение, и София, это все три карты, они об очищении. То есть, поэтому что-то в вашей жизни должно уйти. И может быть вы сопротивляетесь этому, а может быть наоборот вы все-таки прилагаете некие усилия для того, чтобы это ушло. Даже вот если вы боретесь с окружением своим или с порчей, с глазом, это все одно и то же здесь. Да? Ну, укрепляете свою защиту в том числе. Окей, давайте смотреть дальше, к чему идете. Отличная карта. Смотрите, брак, союз, то есть как минимум, да, то есть расклад актуален для людей, которые, возможно, хотят сохранить брак. Сохранить. Каким путем? Путем очищения и избавления от чего-то плохого. Например, от избавления своего мужчины в обвинениях или избавление себя в обвинениях. Но здесь брак это не обязательно объединение, это вообще союз и примирение, да, вот как минимум, да, вот для тех, у кого есть союз. Ну и так дальше, если вы ищете себе партнера, мужчину или женщину, то вам нужно идти, если вы идете чистым путем, путем избавления всего лишнего из своей жизни, из своего поля, значит вы делаете все правильно. Как минимум здесь я вижу ситуацию, которая в будущем может привести вас к укреплению семьи, к объединению в семье, нахождению мужа или жены, да, или нужного партнера. Особенно если для вас это сейчас актуально. Ну и согласие именно в семье. Оно за него здесь вот. Возможно, вы боретесь, возможно, вам просто стоит бороться или стоит побороться. Да, вот хорошие карты на самом деле. Ну, давайте еще одну карту на дальнее будущее. Это как бы вот то, что в поле вам актуально бы, да, на него обращать внимание. Ну и здесь есть мужчина, да, вот особенно актуален расклад для женщин, которые, возможно, ищут себе нового партнера, важного партнера, мужчину своей судьбы. Здесь это именно мужчина, да? Он, ну давайте так скажем, не бедный, обеспеченный, но граф это всегда мужчина, который уже старше, да, то есть здесь как бы знаете, все-таки может, вам стоит, конечно, избавляться от этого мужчины, который старше вас, но здесь все-таки за объединение, и оно идет. У меня тут поток такой, что если вы ищете союз себе, да, то вам нужно искать, вот женщине нужно искать мужчину, который старше, а мужчине женщину, которая младше. То есть мужчина должен быть постарше возрастом. Но и мужчина в браке здесь, вот если у вас брак есть, он важен. То есть, да, у него он не без каких-то тараканов, да, не без тени за спиной. Он не безгрешен, этот мужчина. И, возможно, простить мужчину, да, избавиться от обиды на него, тоже важно. Ну и мужчине точно так же важно здесь простить и отпустить что-то. Ну, может быть, есть такое, что вас вдруг обидел какой-то важный для вас мужчина. Оно может быть, потому что здесь вот эти две карты, они об обиде, да, и избавление от обиды, оно как бы укрепляет ваш брак, и вам стоит тогда прорабатывать некую обиду на важного для вас мужчину. Может ли это быть отец? Ну, может быть, может быть. Вот такие вот аспекты, которые актуальны, могут быть. И теперь мы переходим, да, вот, что должно уйти из вашей жизни. Давайте посмотрим, что должно и от чего важно избавиться, да. От чего важно избавиться вам? От чего вам важно избавиться?
Ну, смотрите, действительно у этого графа есть некая тень, да, здесь, да, и дьявол, старый дьявол, это прошлое, действительно, вам нужно избавиться от старого дьявола. Ну, смотрите, здесь дьявол, он может о нечистой силе быть, говорить, то есть от той нечистой силы, которая вас преследует в прошлом или из прошлого, вам стоит избавляться, естественно, да, мы сейчас смотрим эту карту, да, поэтому избавляйтесь. Стоит ли вам избавляться от мужчины, который старше вас, если у вас есть альтернатива? Да, стоит, но при одном условии, если альтернативный мужчина тоже старше вас. Все-таки здесь граф, и если вы вдруг стоите перед выбором сейчас, вот особенно как женщина, да, уйти к новому мужчине или остаться с прежним, то, ну, как бы старый дьявол подлежит очищению. Понимаете, да? Но если вы только не приложили все силы для того, чтобы очистить свое пространство и энергетики, ну, понимаете, о чем я говорю, да, если вдруг там были какие-то у вас магические влияния. Поэтому избавляться от старого дьявола вам желательно. То есть это старые проблемы, старое пространство, старый мир, старый партнер, да, вот все, что старое, оно должно уйти. Ну и союзы старые, дьявол это часто о союзах, но стоит от них отказываться, да, то есть как минимум ваш мир действительно подлежит такому радикальному очищению. Окей. София, давайте смотреть. София это прощение. Это прощение всегда, да, и где-то исцеление, да, вот что должно проститься и исцелиться, это важно для вас. Вы знаете, действительно, проститься и исцелиться вам нужно перестать желать кому-то. Вот знаете, вот если вы гадаете, ну, желать кому-то зла, я объясню кому. То есть вы должны простить врага своего. Смотрите, здесь старый дьявол, вот здесь, а здесь бесенок. И вот есть некая обида на некого человека у вас. Ну, неважно, мужчина это или женщина. Ближе тут, конечно, мужчина к женщине особенно. Но у мужчины это может быть женщина, которая его наказала. Там, я не знаю, может это мама, может это бабушка, может это жена, учительница там, и так далее. Кто угодно может быть. Есть такая обида, да, вот на человека. И она на всю жизнь отравляет вам организм. Поэтому смотрите, что должно проститься. Вы должны перестать желать наказания кому-то, да, то есть не желайте, знаете почему? Потому что вы просто тратите на это энергию, его и так накажет Бог, давайте так скажем, равновесная сила, высшие силы, дух, но вам туда, в него вкладывать энергию уже не надо, то есть его просто нужно, как говорится, отпустить на все 4 стороны с миром и не давать ему больше... Не желать ему больше вот этих вот поджопников, как говорится, да, подсрачников. Как-то так. Ну окей. Хорошо. И вот все-таки давайте посмотрим. У меня вот эта карта, она в аспекте избавления, да, ну и где-то защиты, да, за что бороться придется вам в ближайшее время. Это важно тоже посмотреть. За что придется бороться. Редис, он не только об объединении и браке, поэтому за брак ваш, за ваш союз, за вот этот, вам стоит побороться. Но вам также стоит побороться за то, что у вас уже достигнуто в браке, а это и ребенок в том числе. И за завершение того дела, которое вы начали. Редис всегда вот завершить что-то, да, и явить миру. То есть вам придется бороться за свою еще цель. Смотрите, борьба за завершение того, что начато. То есть вам нужно довести начатое дело до конца. Взялись, доведи, да, то есть, ну, тут такая пословица «дороби те, що треба», да, или взялся за гуш, не говори, что уж не дюш, да, вот так. Окей. Хорошо, что вас ждет в объединении в союзе? Вот, например,
вы планируете примиряться, да, или завершить какой-то процесс, или у вас там есть какой-то на примете мужчина, женщина, особенно там, да, вот что вас ждет в союзе. Давайте смотреть. Знаете, у вас в союзе ждет что-то кармическое. Выпадает Меркурий. Но смотрите, тут нужно понимать, Меркурий здесь, он об отсечении чего-то. Поэтому для тех, кто хочет разойтись с миром, ну, расстаться с миром, у вас хорошая вот эта карта. А вот если вы хотите сохранить союз или найти, обрести новый союз, то вам придется побороться. Каким образом, да? Вот она борьба. И вам придется отсечь все прошлое. То есть вам нужно будет начинать жизнь с абсолютно чистого листа. Понимаете, о чем я говорю? То есть здесь, ну как вам сказать, ничто, абсолютно ничто из прошлого, что вас тяготит и от чего вы страдаете, не должно на вас влиять. То есть это и негативные энергии, всякие порчи с глаза, и ваше окружение. То есть возле вас должно быть чистое пространство. То есть вы должны как бы зайти в новую комнату, да, или в новый дом, или в новую страну, где вас никто по сути как бы не знает, и вы особо никого не знаете, да, вот так вот. То есть это новый мир должен предстать перед вами. Ну и все кармические гештальты у вас должны быть закрыты. Вот таким образом тогда у вас новый союз вам принесет успех. Услышали? Ну, а еще раз повторюсь, для тех, кто вот хочет выскочить из союза, у вас все получится вообще без проблем. У вас отсечение идет прям, ну, завершение, особенно с отсечением, просто классно. То есть здесь вот пока что расклад идет для тех, кто хочет радикально изменить свою жизнь, не побоявшись потерять все, для того, чтобы обрести что? Чистоту или пространство, поле для создания нового мира. Ну, это не всегда комфортный расклад для тех, кто любит, ну, или склонен к накопительству, да, некому. Да. Вот есть люди, которых много всего, они захламляют свой мир всякими вещами или привыкли к чему-то. Да. Для статичных людей этот расклад вряд ли подойдет, а вот для тех, кто... Ну, для статичных тут надо бороться для того, чтобы это не ушло из жизни, наоборот. Да. А вот для тех, кто любит какие-то эксперименты, креатив, да, вот этот расклад подходит. Давайте посмотрим. Просто вот в будущем вот этот граф, да, седой граф, да, есть такой чай, по-моему, да, напишите мне, есть такой чай седой граф или нет. И нравится ли он вам. Вот он седой граф. Давайте посмотрим, что это за человек. Не знаю, вот, может быть, это просто ваш знакомый. Давайте его проверим. Пьяница, да. Ну, смотрите, здесь я скажу так. Ну, да, действительно, седой граф может быть выпивохой, в принципе. Но здесь, смотрите, здесь как предупреждение идет. Либо он ограничен некими возможностями, либо он будет вас ограничивать некими возможностями. Да? То есть вы можете попасть в какую-то такую ситуацию с ним, да, где вы будете ограничены. Либо он выдает себя за того человека, кем на самом деле до конца не является. Или он, например, говорит, я могу выпить там бочку вина, а бочку вина он не может выпить. Да? Или наоборот, он может выпить бочку вина, а там что-то другое важное для вас он не готов сделать. То есть у него есть некие ограничения. Поэтому прежде чем в омут с головой с графом, да, или графу в омут с головой, мужчинам здесь нужно оценивать свои возможности, способности и знать, чего хочет женщина. А женщине стоит присматриваться, какая тень у этого мужчины. Понимаете, да? То есть слепой или ослепленных отношений или слепой любви в этих отношениях с этим графом быть не должно, потому что есть некие ограничения. Но особенно женщинам, которые стремятся в союз к этому графу, он должен быть абсолютно свободен, влияния на него не должно быть никакого, ни его детей. То есть он должен быть независимый, да, и вы не должны бояться
и быть в курсе того, что будете зависеть, да, каким-то образом от этого человека. То есть вы должны не бояться зависимости тоже здесь, да, своей зависимости от этого человека. Хорошо, давайте теперь посмотрим такие важные для вас аспекты. Загадывайте желание, это было 9:30. Давайте теперь посмотрим. Я хочу посмотреть, вот здесь отсечение идет, а здесь старый дьявол, так? Я хочу сейчас посмотреть, какие горизонты для вас открываются, новые. Вот к чему вы идете все-таки, отсекая старое. Потому что дьявол — это перемещение вдаль, да, куда-то далеко, каким-то новым, важным для вас открытием. Левиафан. Вы знаете, это действительно дальняя дорога, но Левиафан — это еще подсознательные страхи. То есть смотрите, какие перспективы открываются. Вы откроете для себя то, чего боитесь. Ну, это может быть и ваша тень, кстати, да. Мы боимся всегда своей тени, мы ее отрицаем всегда подсознательно, потому что она у нас, ну, у нас такая заложена программа, да, бояться собственной тени. То есть, это действительно что-то грандиозное, но для того, чтобы этого достичь, что вам открывается? Вам открывается некий момент страха, и вы его переживете, очень сильный страх. И вот этот страх, у вас будет выделяться большое количество адреналина, других гормонов, там может быть и после эндорфины могут быть, да, то есть, оно уже будет от обстоятельств зависеть. Так вот, этот страх у вас, да, он явит это вот рождение, это страх, то, что в тени, это то, что рождается. То есть это родит из вас что-то внутреннее, то, что спит, да, и это станет грандиозным для вас открытием на самом деле. То есть к чему вы идете? Вы идете к грандиозному открытию того, что спит внутри вас. Вы этого боитесь, но вы это чувствуете, что это выйдет наружу. Давайте я так скажу. Это рождение новой личности. Да? Это рождение новой личности. Окей. Давайте посмотрим, какое вознаграждение. Видите, здесь идет наказание. И здесь боль, страдания, да, не искупление. Какое награждение вам будет за ваше прощение ваших обидчиков, ваших злодеев, давайте так скажем. Здесь смотрите, меланхолия, да, или меланхолия. Я ее сюда положу, она такая тоже тяжелая карта. Давайте так скажем, ваша жизнь станет более радостной. И как минимум та информация, которая вас угнетала и доводила до отчаяния, она больше вас не будет преследовать. То есть вы попадете в чистое поле, где вас ничего не будет страшить, угнетать и вводить вас в состояние, где вы будете вводить вас в состояние, где, желая зла другому, вы будете причинять зло себе. Вот услышьте вот этот вот поворот такой, да, он достаточно сложный где-то, но по сути, да, вознаграждением для вас будет очищение души и дыхания. Вы будете легко дышать, и, знаете, у вас будет такое, вы будете пьяны от счастья. То есть это действительно избавление от несчастья, меланхолия, да, и путь к счастью. Ну и прекрасно, почему бы не открыть для себя путь счастья, особенно если вы подсознательно боитесь к нему идти. Где-то, да, на каком-то этапе своей жизни. Окей. Что очень важно довести до конца и защитить. Еще раз спрашиваем, да, мне вот этот момент интересен здесь. Что очень важно защитить до конца, довести до конца и защитить. Это всегда ребенок, шут, да, часто это рождение чего-то нового или радость. Вам важно довести до конца свой путь к счастью. А что такое путь к счастью? Ведь счастье — это что такое? Да? Вот напишите, поставьте на паузу, пожалуйста, и напишите мне, что такое счастье по-вашему. А я здесь быстро вам дам этого шута. Да? Счастье — это состояние, где вы радуетесь от того, что вы есть, что ваш ребенок жив, и что вы можете себе позволять
жить шутя, радуясь и наслаждаться каждому новому дню, играть свою роль и получать удовольствие и радость от той роли, которую вы исполняете на сцене своей жизни. Это вот я вам быстро, да, а вы уже можете, не пользуясь моими подсказками, да, а своей. Вот важно то, что ваше внутри. Вот пишите, пожалуйста, лучший комментарий, я обязательно поставлю вам сердечко. Окей. Хорошо, смотрите, давайте посмотрим, во что бы то ни стало, вам нужно, вот от чего во что бы то ни стало, вам нужно избавиться. Вот Меркурий — это отсечение, кармическое изживание. Что 100% вам не нужно в новой жизни? Что 100% вам не нужно в новой жизни, в ближайшем будущем, не понадобится? Это обычно такой вопрос, что мне не делать ни в коем случае, окей? Смотрите, вам не нужен военный ритм, вам не нужен ритм смерти, и вам не нужны чужие ритмы. Вам не нужна чужая жизнь, вам нужна только своя жизнь. Вам нужен свой ритм, свой барабан, свой каркас, своя структура, свой ритм, своя музыка, свои вибрации. Поэтому от всех чужих звуков, вибраций, голосов, команд, командиров и структур и коллективов, которые задают вам темп и управляют вами, вам нужно обязательно избавиться. И вам не нужно туда возвращаться. Это не ваше вообще. То есть вы сам себе режиссер, сам себе командир, сам себе президент, сам себе барабанщик, сам себе художник, сам себе музыкант. Где-то, может быть, сам себе психолог на каком-то этапе, но это в будущем. Слышите? И тогда, когда вы услышите ритм своего сердца, который будет наполнен ритмами радости, да, радости вот этой, вы обязательно, может быть, поймете, или услышите, или ощутите вкус новой жизни. Окей? Хорошо, давайте посмотрим. Вот этот вот у нас интересный такой граф, который пьяница. Давайте, пьяный граф, да, то есть седой граф, а тут пьяный граф. Что обещает нам будущее, да, в аспекте мужчины, в аспекте какой-то нелепой ситуации и в аспекте какого-то позитива, да? Давайте глянем. Прямо сейчас, смотри. Русалка. Смотрите, с одной стороны, русалка — это надежда здесь, да, и с другой стороны, это чистая женщина, да. Я вам так скажу, действительно, мужчина находит свою женщину своей мечты, а женщина находит мужчину своей мечты. Да, он может быть не без пороков неких, да, или не без ограничений. И да, русалка может оказаться не у воды, а, например, в пустыне, или наоборот, не в пустыне, а у воды, да. То есть, но это что это обещает? Это обещает вам исполнение вашей мечты, где, стремясь к чему-то более солидному, более дорогому, более весомому, более значимому для вас, проходя некие ограничения в своей жизни, попадая в некие нелепые ситуации, вы день за днем, шаг за шагом идете к своей мечте и наконец-то обретаете ее, учитывая вот эти все карты, которые мы уже с вами проговорили. В будущем вас ждет награда за ваш путь, за ваш долгий путь. И она будет, возможно, как избавление от чего-то, от того, что вам мешает, действительно, да, и как прибыль в вашу жизнь, то, на что вы действительно вложили свои силы, лишаясь всего того, что изжило вашу жизнь, в вашей жизни, да, изжила уже себя. То есть, по сути, вот здесь вот мы видим чистый мир. Вот здесь. А вот здесь мы видим мир ограниченный. А вот здесь мы видим мир в статусе. Так вот, это будет некий средний, некий компромисс или некое среднее арифметическое, где
ваша мечта будет вас полностью устраивать на том уровне, на котором вы окажетесь. Поэтому вы в любом случае в ближайшем будущем получаете какой результат? Ви получаєте довгожданий або довгоочікуваний результат вашої мрії, тобто вашей мечты на пути к своей цели. Окей, давайте еще посмотрим 3 аспекта, которые вас порадуют в ближайшем будущем. Аспект номер 1, аспект номер 2 и аспект номер 3. Итак, вы можете выбрать одну карту здесь, а можете выбрать все 3. Да? Уверен, что вы выбрали, можете поставить на паузу, если вам тяжело. Ну, первый подарок в вашей жизни: вас будут соблазнять. Соблазнять вас может как мужчина, так и женщина. Учитывая то, что здесь фавн, то соблазнять будет, скорее всего, мужчина. Поэтому для тех женщин, которые ищут каких-то любовных приключений, особенно любовных приключений, ну, мужчина скоро появится, заявит о себе, поманит. И если ваш мужчина, долгожданный мужчина, долго к вам не звонил, не выходил на связь, ставьте на паузу и пишите: пусть позвонит, и обязательно он вам даст о себе знать. Не забудьте написать в комментарии: пусть позвонит, и он вам по этой карте напомнит о себе. Сюрприз номер 2. Ну и здесь древо жизни. А древо жизни — это очень классная карта, которая обещает какие-то любовные приключения, похождения. Возможно, кто-то кому-то признается в своих чувствах. Но древо жизни еще часто о выздоровлении, исцелении от, ну, после какой-то неприятной ситуации. Это может быть просто ссора, может быть магическое влияние, может быть конфликт в обществе. И как минимум это карта о заживлении душевных и сердечных ран. Поэтому жить вы будете хотеть больше. То есть или вы будете хотеть больше, будете хотеть жить, нежели будете прозябать в меланхолии и, может быть, даже какими-то дурными мыслями набивая себе голову. Ну и последний подарок. Ну и здесь доминация. Доминация, здесь есть некая борьба. Если вы ведете некую борьбу, то в этой борьбе за право быть первым, за право быть лидером, ну или за право занять место под солнцем, вы, скорее всего, займете то место, на которое вы рассчитываете. Но помните о том, что за него придется действительно побороться не на жизнь, а может быть, ну, давайте я так скажу, до очень горячего и кровавого пота, да, вот так вот. Но тем не менее, то, за что вы боретесь, вы обязательно достигнете. Но учтите, что вам придется запастись большим количеством, может быть, бинта, йода или зеленки для того, чтобы потом зализывать или залечивать свои физические или душевные раны. Но помните о том, что прощая врага вашего, или, может быть, убирая обиду, допустим, да, есть такое понятие, как ненависть. И убирая ненависть и переводя ненависть в разряд презрения, вы просто прекращаете тратить на своего врага энергию, которая вам понадобится потом на излечение ваших физических и душевных ран. Но главной картой центральной здесь есть древо жизни. Это говорит о том, что в ближайшем будущем ваша жизнь будет наполняться кровью. Кровью радости, кровью. Что такое кровь? Это течение, да, течением радости, течением любви, течением благодати, которая будет подвигать вас на новые свершения, которые будут радовать вас еще сильнее. И всем этим будет руководить только ваш собственный ритм. Да будет так. Ключ, замок, язик. Амен і слава Святому Духу. Світла вам та вашому Всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе і допомагайте силам світла нищити усі ритми темряви, які пруть на світ. Самі знаєте звідки. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.